Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня приготовим самую нежную и вкусную кровянку. Этот рецепт сохранился неизменным еще от моей прабабушки. Мои родители всегда, когда режут свинью, готовят кровянку именно по этому рецепту. Колбаска получается невероятно нежная, очень сочная и очень ароматная. Весь процесс приготовления подробно расскажу в видео, а готовить будут мои родители. В первую очередь нужно очень хорошо подготовить свиные кишки. Тонкие кишки подходят на мясную, а толстые на кровянку. Но если не делаете мясную, тогда лучше все-таки использовать тонкие и на кровянку. Толстые кишки уже очистить от оболочки нельзя, а их нужно очень хорошо промыть, обобрать средний жир и вывернуть наизнанку. Затем в очень соленой воде можно даже прямо с солью натирать кишки и стираем так их 3 раза, каждый раз меняя соленую воду. Потом оболочку оставляем в соленой воде, пока будем подготавливать все ингредиенты для кровянки. Но соленую воду в них продолжаем менять каждый час. 400 мл молока прокипятить и остудить до теплого состояния. В 200 г риса добавить 2,5 стакана воды и отварить до готовности. 1,5 кг обрезков сала поджарить на сухой сковороде, пока шкварки не станут хорошего зажаренного цвета. Вот такое вот темненькое должно выжариться красиво, чтобы чесночок. Пока все варится и жарится, чистим чеснок 200-300 грамм. Все, пока все. Обрезки такими кусками. Потом Вот такие вот аппетитные шкварки должны получиться. состояние уже по золотистого. Бачите, такое состояние. 1 килограмм сала нарезаем мелкими кубиками, примерно в 1 сантиметр. Вот такими кубиками сальце нарезано. Старайтесь использовать только запеченные куски крови, так как от жидкой кровянка может лопнуть. Но родители использовали в этом рецепте и жидкую, и кусками. Через мясорубку пропускаем запеченную кровь, примерно 3 литра. В процессе перемолки добавляем постепенно весь чеснок и все жареные шкварки, которые уже немного остыли. Далее в перемолотую через мясорубку смесь из крови, шкварок и чеснока добавляем сало, которое нарезали кусочками. Весь остывший рис и остывшее, ни в коем случае не горячее молоко. Всю смесь очень хорошо перемешиваем. Мама это делает рукой в перчатке, так ей намного удобнее. Рис с молоком добавляю частями, чтобы максимально хорошо соединить между собой ингредиенты. Вместо риса можно добавить и гречку, но рис лучше скрепляет и придает более нежный вкус колбасе. Молоко обязательно, оно делает кровянку более нежной и сливочной. Добавляем специи, примерно 2 столовых ложки соли, 1,5 столовых ложки душистого молотого перца, 2 чайных ложки измельченного перца горошком, Жирок. в конце вливаем жирок, который остался от жарки шкварок. А тепер Евеліна в тарелочку разбить 3 яичка. Он батько принес. Добавляем 3 яйца и также хорошо перемешиваем. Можно отдельно разболтать яйца и потом добавить в кровяную смесь. Они также играют роль скрепления жидкой части в колбасе. И вот теперь эта смесь готова для наполнения кровяной колбасы в оболочку. По консистенции масса должна быть примерно вот такой густоты. Давай. Кишки нужно снова промыть от соленой воды чистой проточной водой. И чашкой либо половником наполняем толстые кишки. Важно, чтобы уже после наполнения они оставались мягенькими. Концы с двух сторон аккуратно завязываем ниткой. Чтоб мягенько было. Перед варкой кровянку хорошо проколоть тоненькой иголкой. В большой кастрюле закипятите воду и хорошо посолить. Добавьте примерно столовую ложку соли с горкой. Провариваем кровянку 20 минут. Все, по одной штучке.
Уже вареную кровянку нужно прожарить на сковороде либо запечь в духовке. Я буду запекать в духовке, смазываем противень растительным маслом и выкладываем колбасу. Запекаем при 180 градусах 20 минут до красивой зажаристой корочки. Очень вкусная и аппетитная кровяная колбаска готова. Это самая нежная и сочная кровянка, которую я когда-либо пробовала. Если понравился рецепт, ставьте лайк и пишите комментарии, любите ли вы кровянку и какой ваш традиционный рецепт такой колбаски. Не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!